Привет, Cover Project. Я Полина Герасимова, дизайнер интерьеров, основатель бюро Ruger Design, галерист, совладелец аукционного дома Литфонд. И я хочу вас сегодня пригласить к себе в дом. Привет, Cover Project! Я Светлана Калиманова, дизайнер интерьеров, художник. С Полей мы познакомились в высшей школе дизайна «Детали». Мы учились в одной группе, сидели за одной партой. Раньше мы сами там были студентами, а сейчас там преподаем. За время учебы мы довольно серьезно сдружились, и эта дружба переросла в некий творческий союз. Эту квартиру мы купили в 2014 году. Она находится на метро «Аэропорт». Это точная застройка, очень интересный дом. И когда мы сюда вошли в 2014 году, я, конечно, первое, что увидела, это фантастический вид из окна на центр Москвы, на ансамбль МАДИ, Института автодорожного, где сплелись воедино сталинский ампир и стилистика советского модернизма 70-х. Это было прекрасно и не оставило меня равнодушным. Мы сразу купили эту квартиру. И тогда же я сделала ремонт, но он был довольно-таки яркий, эксцентричный и в принципе, меня полностью устраивал, но в карантин я увлеклась собирательством. И таким образом у меня менее чем за год образовалась коллекция порядка 1000 работ, которые я хотела, чтобы не лежали в запасниках, а работали и приносили удовольствие мне и моим домочадцам. Поля очень интересный человек, страстный собиратель прекрасного, от искусства, духов, фарфоровой посуды и заканчивая многим другим. Все эти увлечения так или иначе нужно было привнести в наше пространство. Поэтому, работая над планировочным решением, мы задумывались о том, как нам это все разместить, и чтобы это было неизбыточно. Поэтому мы со Светланой, с моей коллегой по Ruger Design, стали реновировать это пространство. Мы тяготеем к стилистике советского минимализма. Это то, чем мы вдохновлялись с детства, и, видимо, это отложило какой-то отпечаток. И сейчас нам это все мило сердцу, глазу, и очень хочется это все привносить в наши интерьеры. Заходя в квартиру, мы сразу же видим брутальную металлическую перегородку с таким массивным разноцветным стеклом. Очень напоминает лучшие образцы декоративно-прикладного искусства монументального 70-х годов, которые мы видели в домах отдыха, в пансионатах, в дворцах культуры того времени. Нас вдохновляет эта эпоха, и поэтому мы нашли производителей Fresh Glass. Очень долго объясняли им, что мы хотим, но они нас поняли. Мы сделали чертежи, и они нам, в общем-то, сделали то, что мы хотели. Когда я делала первый ремонт в 2014 году, мне 50 квадратных метров оникса достались от знакомого поставщика. И, в общем-то, с точки зрения дизайна, может быть, это был такой под вопросом, но цена меня прельстила, мы его положили. И прошло несколько лет, и когда мы в 2021 году делали ремонт, уже этот камень прямо прекрасно вписался в нашу концепцию и так и остался. Также у меня уже 10 лет стоит кухня Альна немецкая. К сожалению, в 2017 году компания обанкротилась, но у меня на память остался этот гарнитур, который для 2014 года очень был реновационным. Они сделали одни из первых фасады из запеченной керамики под бетон, под камень. Фасады крепчайшие, и за 10 лет ничего не произошло, и она стоит как новая, поэтому, конечно же, она у меня осталась и продолжает нас радовать. С большим островом, со шпоном ореха некоторые базы фасада, так что это тоже здесь осталось. А в основном остальное мы все решили поменять и делали упор на индивидуальные столярные изделия, которые были сделаны по нашим эскизам нашей партнерской компании Гарант 100 из Беларуси, с которыми мы почти все проекты делаем вместе. И они абсолютно уникальные ребята, потому что делают все в срок, делают все очень качественно, абсолютно альтернатива итальянским и каким угодно зарубежным производителям мебели.
Наша библиотека, созданная как раз Гарант 100. У нас был образец, брутальное панно из вильнюсского пансионата, которое было сделано из камня. Но мы ребятам сказали: как хотите, но нам нужно сделать фасады библиотеки. Изначально мы думали, что это будет, наверное, какой-то массив, но нам сразу сказали, что массив, во-первых, будет подвержен изгибам, деформациям, плюс тяжелый, и методом проб и ошибок были сделаны на ЧПУ фасады из МДФ, которые потом шпоном лимба были обтянуты, и получилось вот такое интересное решение, большая библиотека. Также в шпоне лимба решены панели в мастер-спальне, которые плавно перетекают через радиусный угол в шкаф, в котором я храню свою коллекцию парфюма. Хотелось, чтобы это как-то хранилось в темном пространстве, поэтому это глухие фасады. Шкаф с росписью в высоком глянце, который нам тоже Гарант 100, его лакировали. Квартира сразу привлекла внимание удачной планировкой. Мы заходим в прихожую, попадаем в общественное пространство, где у нас разместилась кухня, столовая и гостиная. Направо мы попадаем в приватную зону для взрослых. Здесь есть свой санузел, своя гардеробная и большая спальня с зоной кабинета. А налево у нас детская зона. Здесь и личный детский санузел, 2 комнаты, одна из которых была больше, другая меньше. Но так как 2 сестры-погодки, и хотелось все-таки им сделать одинаковое пространство и плюс сделать дополнительные зоны хранения, то мы в этой комнате отделили стеной такое пространство под гардеробные, перегородили и сделали вход в одну из одной комнаты, а в другую из другой. И получили одинакового размера детские комнаты с 2 девичьими гардеробными, с зонами для учебы, спальными местами и книжными хранениями. Подробную планировку вы можете найти в телеграм-канале The Cover Project. Общее пространство, цвет стен подбирался светлым для того, чтобы это был нейтральный фон для живописи, для предметов искусств, для скульптуры. Но он у нас не белый, мы выбирали оттенки, делали несколько выкрасов, чтобы этот оттенок был не холодный и не теплый. Подходил нам по атмосфере, по ощущениям и попадал в эту палитру цветов середины 20 века. Потом к нему появился все-таки в одном пространстве прихожей, мы сделали ее такой дымчато-зеленой, потому что все-таки поняли, что нам хочется выделить этот объем. У меня в коллекции порядка 1000, уже даже почти 1200 работ. Но при этом, конечно, у меня не было цели превратить квартиру в филиал галереи или какую-то делать шпалерную развеску своих приобретений. Все равно все должно быть гармонично, все должно быть дозировано. И не более 10 работ на 150 квадратных метров у меня обычно присутствуют, которые периодически меняются. Есть идея открыть небольшую галерею в центре Москвы для того, чтобы экспонировать свою коллекцию, знакомить с ней зрителей. Принцип, по которому мы работаем, это 3 кита таких. Обязательно должно быть искусство в интерьере, обязательно должны быть винтажные предметы и обязательно какие-то иконы мебельного дизайна, какие-то авторские предметы, которые породистые, которые абсолютно дают другое ощущение от пространства и другую атмосферу. Поскольку мы любим работать в этом стиле, мы часто используем в своих проектах винтажные предметы мебели. У нас есть свои поставщики в Европе, которые находят для нас единичные экземпляры интересных предметов. Советские предметы мебели мы с радостью находим на Авито.
Многие скажут, что это какая-то опасная история, потому что там легко нарваться на подделку, но мы проверяем, у нас есть канал, по которому можем проверить. И так, например, у меня в гостиной появился торшер Флос Арк, который приехал ко мне из Ростова-на-Дону. Его еще в 80-е годы покупали для какой-то компании в конце 80-х, в начале 90-х. Он был с документами, и он мне обошелся в 25 тысяч рублей, что по нынешним временам уникальное предложение. Также нам очень нравился стол компании Knoll Saarinen. Мы его решили купить новый у наших поставщиков, но сет витровских стульев Вернера Пантона мы нашли тоже на Авито. И чтобы быть полностью уверенными, мы попросили сфотографировать все надписи, которые на них были, отправили их в компанию «Витро». Нам они подтвердили оригинальность этих предметов, мы купили и тоже, конечно, были очень счастливы. Любимейший предмет шезлонг LC4, LC4, Le Corbusier, компания Ливар, тоже у меня появился в гостиной, куплен также. Была охота, была находка, была проверка, оказался оригинальным, в 3 раза дешевле, чем он представлен на ресурсах в Европе. Радостная находка, которая на долгие годы и еще останется моим детям, потому что такие предметы, конечно, передаются из поколения в поколение. Основная видовая точка гостиной – это стена рядом с библиотекой, на которой хотелось разместить какую-то большую картину. И здесь появилась картина Жени Музалевского. Также в гостиной над буфетом у меня есть 2 работы Оксаны Мазь. Это всемирно известная уже художница из Одессы, украинского происхождения, которая сотрудничает с лучшими галереями мира. Мне тоже во время карантина посчастливилось купить ее несколько работ и подружиться с ней, общаться, и они вот заняли достойное место в нашем интерьере. В мастер-спальне хорошее решение оставить стену пустой над изголовьем. Просто панели из лимбы работали сами по себе, потому что шпон интересный. Он вроде бы и гладкий, но при этом с интересной мелкой фактурой и переливами. Недавно там появилась картина, потому что, как я говорю, пространство с помощью живописи, с помощью искусства может меняться. Там появилась картина Никиты Перумова, нижегородского художника, с которым я познакомилась несколько лет назад, и мы подружились. И мне очень нравятся, вдохновляют меня его работы. Порядка уже 8 штук есть в моей коллекции, и вот одна появилась там. Может быть, она довольно-таки откровенная и вызывает какие-то вопросы, но она в приватном помещении, в спальне, и мне кажется, такое искусство имеет право быть там. В каждом из наших проектов так или иначе присутствует роспись. И в этом проекте нам очень хотелось где-то ее разместить, но так как все наши стены были уже заняты, нам пришла идея воплотить это в шкаф для хранения. И каждый раз, выходя из ванной комнаты, ты видишь невероятную роспись в стиле гунби. Автор этой работы – потрясающий художник Евгения Михайлова, которая обучалась этой технике несколько лет в Китае. У девочек в комнатах тоже есть большие работы, которые мы планировали еще на стадии проектирования, согласовывали с девчонками, моими дочками, и они все одобрили. Одна работа – это Алексей Дубинский, она больше, даже шире, чем изголовье кровати, не маленькой, но она очень хорошо создает и атмосферу, очень хорошо работает на пространство, и очень нравится моей дочке, которая прям обожает свою комнату. А у другой дочери висит картина Аси Феоктистовой, и она с натуры нарисовала девчонок. Очень атмосферная, классная, добрая такая работа, которая у Глаша в комнате. Первый ремонт в этой квартире у нас был в 2014 году, последующий в 2021, и сейчас меня абсолютно все здесь устраивает. Очень комфортно находиться в этом пространстве, дети свои комнаты обожают. И, в общем-то, конечно, мы рассчитываем здесь жить долго и счастливо в этих стенах и ничего не меняя. Но, опять-таки,
Меняются сезоны, меняется настроение, появляются какие-то новые арт-объекты, живопись, какие-то коллекционные предметы. И поэтому, меняя их, мы можем всегда создавать новое настроение, новое пространство и новых себя.